Мир или не мир? Трамп сначала заявляет о позитивных решениях в вопросе с Ираном, а через пару часов говорит, что рано радоваться. Иран ищет поддержку в Пекине. Министр иностранных дел Аракчи с визитом в Китае. В Ормузе снова опасно. Что происходит в проливе? Иранцы позволяют себе публично издеваться и критиковать правительство США. Расскажем как. Кому нужна эта война? Как простые жители Тегерана реагируют на происходящее? Во всем виноваты демократы. Вице-президент США Джей Ди Венс выступил с предвыборной речью. Такое раньше было только в сериале «Футурама». В Южной Корее робот стал буддийским монахом. ВАОС предупреждает о новом опасном вирусе. Перемирие Украины и России под угрозой. В Москве репетируют парад. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Новое утро в США. Новый пост Дональда Трампа об Иране. Президент США заявил о достигнутых договоренностях с Ираном и допустил открытие Ормузского пролива для международного судоходства, включая иранские суда. При этом Трамп предупредил, если Тегеран откажется выполнять условия, США возобновят удары. По его словам, новые атаки будут намного масштабнее и интенсивнее, чем раньше. Если Иран согласится выполнить то, о чем уже достигнута договоренность, а это, возможно, весьма серьезное допущение, то уже ставшая легендарной операция «Эпическая ярость» будет завершена, а чрезвычайно эффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран. Если они не согласятся, бомбардировки начнутся снова, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем прежде. Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Джей Трамп. А через пару часов президент Дональд Трамп заявил газете «Нью-Йорк Пост», что еще слишком рано говорить о прямых мирных переговорах между США и Ираном, несмотря на оптимистичные сообщения о том, что две страны приблизились к возможным рамочным договоренностям по завершению их 67-дневной войны. На вопрос, стоит ли Депост готовить отправку корреспондента обратно в Пакистан для нового раунда переговоров после того, как источники в Исламабаде сообщили о близости предварительной мирной сделки, президент ответил: «Я так не думаю». Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном выходят на критическую стадию. По данным источников, близких к процессу, стороны впервые с начала войны подошли к согласованию базового документа – одностраничного меморандума, который должен зафиксировать прекращение боевых действий и задать рамку для дальнейших переговоров, сообщает издание Axios. Агентство Reuters подтвердило эту информацию у своих источников в правительстве Пакистана, выступающего в качестве посредника. Ключевой момент – ближайшие 48 часов. Именно в этот срок Вашингтон ожидает ответа Тегерана по ряду принципиальных пунктов. Пока соглашения нет, но по оценке американских чиновников, стороны максимально приблизились к сделке. Речь идет не о полноценном договоре, а о политическом каркасе. В его основе несколько фундаментальных компромиссов. Иран должен согласиться на мораторий на обогащение урана. США на поэтапное снятие санкций и разблокировку замороженных иранских активов. Параллельно предполагается постепенное снятие ограничений в Ормузском проливе как со стороны Ирана, так и со стороны американской военно-морской блокады. Но все эти положения условные. Они вступят в силу только при достижении полноценного соглашения. Это означает, что текущая конструкция остается крайне хрупкой. Война может как окончательно завершиться, так и возобновиться. Переговоры ведутся через несколько каналов напрямую и через посредников. Со стороны США задействованы Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В качестве площадок рассматриваются Исламабад и Женева. Сам меморандум предполагает 30-дневный переходный период, в течение которого стороны должны согласовать детали. Параметры ядерной программы, режим инспекций и условия снятия санкций. Самый сложный вопрос – сроки ограничения ядерной программы. Иран предлагает 5 лет, США настаивают на 20. Компромисс, по данным источников, может составить от 12 до 15 лет. Обсуждается также механизм автоматического продления в случае нарушений. Дополнительно речь идет о жестком инспекционном режиме, включая внезапные проверки ООН, возможном отказе Ирана от подземных объектов и даже вывозе высокообогащенного урана за пределы страны. Ранее Тегеран это категорически отвергал. При этом в Вашингтоне признают, внутри иранского руководства нет единой позиции. Это повышает риск срыва договоренностей даже на финальном этапе. Фактически речь идет о паузе в войне, оформленной как дипломатический процесс. И именно сейчас решается, станет ли эта пауза устойчивым миром, или лишь коротким перерывом перед новой эскалацией. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи приехал в Пекин. Впервые с начала войны США и Израиля против Ирана.
Формально говорить о дипломатии, Ормузском проливе и стратегическом партнерстве с Китаем. Аракчи встретился с главой МИД Китая Ван и заявил, что Иран готов отвечать на любые враждебные действия, но остается серьезным и стойким в дипломатии. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории и может сыграть конструктивную роль в стабилизации региона Персидского залива. Китай всегда стоит на правильной стороне истории в своих отношениях с Ираном. Мы высоко ценим позицию Китая. Мы знаем о предложении из 4 пунктов, выдвинутом уважаемым председателем Си. Мы считаем, что 4 принципа, которые он предложил, являются полностью правильными. На основе этих принципов возможно достичь мира и стабильности в регионе Персидского залива. Мы всегда верили, и сейчас еще больше, что Китай может сыграть конструктивную роль в этом отношении. Пекин призывает остановить боевые действия, не допустить эскалации и как можно скорее открыть Ормузский пролив. Позиция Китая по ситуации в Ормузском проливе очень ясна. Она состоит в том, что мы надеемся, что все соответствующие стороны будут действовать осторожно, избегать эскалации ситуации, решать споры через диалог и как можно скорее восстановить мир и спокойствие в проливе. Китай продолжит прилагать усилия для охлаждения ситуации вокруг пролива и также продолжит делать все возможное, чтобы защищать безопасность судов, принадлежащих Китаю, и китайских членов экипажей. Ормузский пролив продолжает быть точкой риска для мирового судоходства. Французская компания CMA-CGM подтвердила, ее контейнеровоз «Сан-Антонио» был атакован во время прохода через пролив. Судно повреждено, среди экипажа есть раненые. После этого ЮКМТО сообщала о новых инцидентах в районе пролива. Иран тем временем пытается навязать свои правила прохода через Ормуз. ВМС «Ксир» предупредили, суда с оружием и боеприпасами для американских сил в регионе могут быть заблокированы. Мы благодарим капитанов и судовладельцев в Персидском заливе и Оманском заливе за соблюдение иранских правил прохода через Ормузский пролив и вклад в региональную морскую безопасность. После нейтрализации угроз со стороны агрессора и введения новых протоколов будет обеспечен безопасный и стабильный проход через Ормузский пролив. Также Иран запустил новый сайт под названием Persian Gulf Strait Authority – администрация пролива Персидского залива. Через него Тегеран планирует контролировать движение судов через Ормузский пролив. Новый сайт указывает на планы взимать плату с судов за безопасный проход. На этом фоне цены на нефть в США уже выросли на 5% от минимума дня. Я знаю о росте цен. Часть этого связана с изменениями цен на сырье или с вопросами, связанными с несправедливой войной, о которой люди знают, но спекуляция и накопительство неприемлемы. Я попросил министра юстиции в координации с судебной властью принять серьезные меры против любых нарушений, которые нарушают общественный мир. Накануне Дональд Трамп заявил, что США временно приостанавливают операцию Project Freedom – проводку застрявших судов через Ормузский пролив. Но блокада, как подчеркивает Трамп, остается в полной силе. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные разворачивают силы, чтобы обеспечить оборонительный зонтик над коммерческим судоходством. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил Дональда Трампа за решение о приостановке операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Я благодарен президенту Дональду Трампу за его смелое руководство и своевременное объявление о приостановке «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Великодушный ответ президента Трампа на просьбу, сделанную Пакистаном и другими братскими странами, в частности, Королевством Саудовская Аравия и моим дорогим братом, наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии, его высочеством принцем Мухаммедом бин Салманом, будет способствовать продвижению регионального мира, стабильности и примирения в этот чувствительный период. Пакистан остается твердо приверженным поддержке всех усилий, направленных на сдержанность и мирное урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. Мы очень надеемся, что текущий импульс приведет к долгосрочному соглашению, которое обеспечит устойчивый мир и стабильность для региона и за его пределами. Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Магадам отреагировал на решение США приостановить операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. В соцсети X он опубликовал сообщение Дональда Трампа о паузе в операции и сопроводил его подписью на фарси. «Тот, кто пытается повторить уже испытанное, будет сожалеть». А на английском фразой «Once bitten, twice shy» – «Обжегшись однажды, второй раз будешь осторожнее». Таким образом, Тегеран фактически представил решение Вашингтона не как дипломатический жест, а как вынужденный шаг после демонстрации иранских возможностей в Ормузском проливе. А накануне пресс-секретарь МИД Ирана пожаловался, что в его аккаунте в соцсети X удалили синюю галочку – подтверждение официального статуса. X теперь удалил синюю галочку с аккаунта пресс-секретаря МИД Ирана после того, как лишил министерства и министра верифицированных значков.
несмотря на наши полные платежи за премиум плюс. Эта произвольная диверификация вписывается в модель выборочной цензуры X и американского цифрового пиратства, направленного на подавление правды о незаконной войне США против Ирана. США и Иран остаются в тупике вокруг контроля над Ормузским проливом. Хотя перемирие, как ожидается, пока сохранится. Так утверждают эксперты. Так что мы немного застряли. И иранский режим, и американские военные пытаются получить контроль над проливом, на самом деле не преуспевая в том, чтобы получить полный контроль и вытолкнуть другого игрока. Но в то же время, знаете, на самом деле не удается как бы закрепить этот контроль или отступить. Так что я думаю, что мы увидим дальше. В целом будет прекращение огня, которое удержится, но будет продолжаться обмен ударами вокруг Ормузского пролива, что по сути означает, что мы не увидим возвращения к этому полному потоку судоходства в пролив и из пролива. И это в конечном счете плохая новость для мировой экономики, по крайней мере, на несколько месяцев, если не на остаток этого года. Трамп хочет сказать, что иранский режим должен обязаться вообще не обогащать уран. А иранский режим говорит, что это для них красная линия, и они абсолютно хотят сохранить способность обогащать уран до определенного уровня. Так что две стороны сидят действительно очень далеко друг от друга. Но у Трампа есть дополнительная сложность. Была сделка с Ираном при администрации Обамы. И поэтому он также хочет иметь возможность сказать, что любая сделка, которую он заключит с Ираном, будет лучше, чем то, чего, знаете, Обама добился при своей администрации. Я думаю, что, вероятно, произойдет то, что мы увидим продолжение переговоров, потому что обе стороны хотят, чтобы прекращение огня оставалось в силе, а прекращение огня на самом деле не может оставаться в силе, если между двумя сторонами нет хотя бы каких-то переговоров, пусть и спорадических, чтобы попытаться найти решение по этим ключевым острым вопросам, таким как ядерный. Но я не думаю, что мы на самом деле увидим какое-либо четкое соглашение. Так что я думаю, что Трамп, знаете, он хочет объявить победу, но, думаю, тем временем ему придется довольствоваться тем, что они ведут действительно потрясающие переговоры, которые, вероятно, будут действительно успешными. Это словами Трампа. На улицах Тегерана тема Ормуза на первых полосах газет. Жители вот как реагируют на новый виток напряженности вокруг пролива. Нет, нет. Я не согласен ни с какими военными действиями, особенно не против наших соседей. Мы должны относиться друг к другу так, чтобы сохранять взаимное уважение и взаимные интересы. Наша роль здесь — сохранять безопасность региона. Нет необходимости, чтобы какая-либо иностранная сила, будь то Америка или любая другая страна, входила в этот регион под предлогом сохранения безопасности. Я думаю, например, что это было бы оскорблением для страны, если бы третья страна пришла, создала базу и разместила сухопутные войска под видом защиты этой страны. Естественно, мы не должны преследовать только собственные интересы. Мы должны также учитывать интересы другой стороны. В этом и заключаются переговоры. Переговоры означают, что мы должны дать некоторые уступки и также получить некоторые уступки. Недавний инцидент и закрытие Ормузского пролива, на мой взгляд, должны были произойти намного раньше. Недавняя война, по сути, привела к этому очень серьезным образом и дала нам верх в этом конфликте. По сути, дала нам выигрышную карту. Мы имеем право принимать военные меры для сдерживания, обороны и готовности на случай, не дай бог, если Америка попытается провернуть какие-то трюки, или даже если страны региона решат оказать поддержку и ввязаться в такие пакости, предоставляя им воду, землю, территорию, оборудование и базы. Конечно, Иран имеет право создавать там военные формирования, размещать оборудование и даже, так сказать, немного показать мускулы. Вице-президент США Джей Ди Венс выступил в Айове в поддержку республиканца Зака Нанна, который будет бороться за место в Конгрессе на выборах. Главный посыл демократы, по словам Венса, забыли об американских рабочих, фермерах и простых семьях. Когда президент Соединенных Штатов просит весь Конгресс встать за простой принцип, что народное правительство должно бороться прежде всего за американский народ, что мы увидели? Мы увидели, как каждый демократ в Конгрессе сидел сложа руки. Им было все равно на вас, все равно на людей этого округа. Им было все равно на фермеров, на заводских рабочих или на людей, которые на самом деле заставляют эту страну работать. Потому что теперь у нас в Вашингтоне округ Колумбия. Демократическая партия, которая настолько сосредоточена на нелегальной иммиграции, настолько сосредоточена на людях, у которых нет законного права быть здесь, настолько сосредоточена на мошенничестве. Потому что так много их друзей богатеют на мошенничестве, что они забыли заботиться о вас. И знаете, что мы сказали? Демократы каждый день будут говорить вам, что они будут бороться против нашей политики, чтобы попытаться вернуть американское производство. Они будут бороться против нашей политики, которая пытается дать отпор тем людям, которые сбрасывали бы эту дрянь в наше сообщество. И знаете, что мы говорим? Мы говорим, что
Наша налоговая политика должна быть довольно простой. И именно такой она и была. Если вы строите прямо здесь, в Айове, если вы что-то производите прямо здесь, в Айове, если вы работаете каждый день прямо здесь, в Айове, вы заслуживаете снижения налогов. И именно это мы сделали вместе с конгрессменом Заком Наном. Была программа в пригороде Миннеаполиса. На самом деле это национальная программа, но ею воспользовались в пригороде Миннеаполиса, где мы делаем возможным. Американский народ в своей щедрости делает возможным, но чтобы родители маленьких детей с аутизмом получили доступ к внешкольным услугам. И я думаю, это крутая вещь, потому что американцы, мы заботимся друг о друге. Но знаете, что произошло? Эти деньги не шли родителям детей с аутизмом. Эти деньги шли сомалийским мошенникам, потому что кто-то в сообществе нелегальных иммигрантов понял, что если они будут ходить и говорить, что у всех детей в конкретном доме есть эта конкретная проблема, тогда они смогут получить много денег от федерального правительства. И что произошло? Вы платили налоги, эти люди богатели. А семьи, которым нужны были эти услуги, так и не получили доступ к этим услугам, которые у них украли. И у вас украли, и ваше правительство не сделало с этим ни одной вещи, пока не пришли Дональд Джей Трамп и конгрессмен Нан. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готов задействовать все доступные инструменты в ответ на новые американские тарифы на автомобили. Речь идет о возможной торговой эскалации с администрацией Трампа, которая усиливает давление на европейский автосектор. Мы поддерживаем свободную и честную торговлю и соблюдение правил Всемирной торговой организации. С самого начала мы адаптировались, соглашения были подписаны, и они должны соблюдаться. Если они будут поставлены под сомнение, все будет пересмотрено. И если какой-либо стране будут угрожать пошлинами, Европейский Союз снабдил себя инструментами, которые должны быть задействованы, потому что в этом их смысл. Так что да, все находится на столе. Я считаю прежде всего, что в нынешней геополитической обстановке союзники, такие как Соединенные Штаты и Европейский Союз, имеют гораздо более важные задачи, чем выдвигать угрозы дестабилизации. Для наших компаний, наших домохозяйств, наших людей мы должны посылать сигнал стабильности и уверенности. Вот и все. Так получилось, что я вскоре поговорю с президентом Ирана по его просьбе. Поэтому я не скажу вам, что я ему скажу, потому что я сохраню этот разговор в частном порядке. Но Франция с самого начала придерживается последовательной позиции. Мы призываем к прекращению всех боевых действий, возобновлению дипломатических переговоров и уважению всех стран региона. В этой связи я осудил вчерашние атаки, которые были направлены против Объединенных Арабских Эмиратов, и призвал к восстановлению свободы навигации. Таким образом, для меня единственный возможный вариант — это открытие Ормузского пролива, свободное движение всех контейнеровозов, танкеров и так далее, а также отсутствие каких-либо сборов или ограничительных мер. В Атлантическом океане вспышка хантавируса на круизном судне. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 2 лабораторно подтвержденных случая заражения. Всего на борту выявлены 7 случаев, 2 подтвержденных и 5 подозреваемых. Тяжело больных эвакуируют. Сейчас корабль стоит у побережья Кабо-Верде. Хантавирус переносят грызуны. Круизная компания пока не объяснила, как пассажиры могли заразиться вирусом и есть ли на борту другие случаи заболевания. Мы действительно считаем, что может происходить некоторая передача от человека к человеку среди действительно близких контактов, мужа и жены, людей, которые делили каюты и так далее. Так что, опять же, наше предположение состоит в том, что это произошло. И поэтому мы действуем и работаем с судном, чтобы убедиться, что любой, у кого есть симптомы, любой, кто ухаживает за пациентами, носит полный комплект средств индивидуальной защиты. Медицинский персонал, который поднялся на судно, также привез дополнительные средства индивидуальной защиты. Так что это наше рабочее предположение. Но снова, в контексте, хантавирусы обычно не передаются таким образом. Это действительно инфекция грызунов. Папа Лев XIV отмечает первый год во главе католической церкви. Кардинал Роберт Превост стал первым папой из США. За первый год он успел встретиться с мировыми лидерами, принять Владимира Зеленского, предложить Ватикан как площадку для переговоров Украины и России, помолиться вместе с Чарльзом III в Сикстинской капелле, впервые съездить за границу как папа, в Турцию и Ливан, а затем провести большой тур по Африке. Именно после Африки его риторика стала жестче. Папа Лев начал открыто выступать против войны, тирании, эксплуатации и угроз целым народам. Мир разоряется горсткой тиранов, но он удерживается вместе множеством поддерживающих братьев и сестер. На этом фоне он вступил в публичный спор с Дональдом Трампом. После критики войны США и Израиля против Ирана.
Теперь папа готовит первый большой документ своего понтификата и новую поездку в Испанию в июне. За год он прошел путь от осторожного и спокойного понтифика до фигуры, которая все громче говорит о войне, мире и моральной ответственности мировых лидеров. Я не смотрю на свою роль как на политическую, как на политика. Я не хочу вступать с ним в спор, с президентом США Дональдом Трампом. Я не думаю, что послание Евангелия должно быть использовано неправильно так, как это делают некоторые люди. И я буду продолжать громко выступать против войны, стремясь продвигать мир, продвигать диалог, многосторонние отношения между государствами, чтобы искать справедливые решения проблем. Цены на нефть резко снизились после того, как глава Пентагона Пит Хексет заявил, что прекращение огня между США и Ираном все еще действует. Для рынка это стало сигналом. Немедленной новой эскалации на Ближнем Востоке может не быть. А значит, страхи вокруг поставок нефти и Ормузского пролива временно ослабли. Нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже упала на $4.57. Мировые цены на золото и серебро тоже упали. Укрепился доллар США, а доходность десятилетних американских гособлигаций пошла вверх. Для золота и серебра это плохая комбинация. Когда доллар сильнее, а доходность облигаций выше, драгоценные металлы становятся менее привлекательными для инвесторов. Падение, к примеру, уже отразилось и на розничном рынке Китая. Во вторник несколько крупных продавцов золота снизили цены ниже $205 за грамм. Украина заявила, что Россия нарушила режим прекращения огня, который Киев предложил начать с полуночи. Уже утром в Харькове после удара российского дрона загорелся дом. По словам мэра Игоря Терехова, повреждены 7 частных домов. Киев обвиняет Москву в том, что удары продолжались ночью и утром, уже после старта предложенного Украиной перемирия. Россия объявила прекращение огня на 8-9 мая, к годовщине победы во Второй мировой войне. Украина предложила начать открытую паузу раньше и заявила, что будет действовать симметрично. В Москве прошла первая репетиция авиационной части Парада Победы. Над центром города пролетели российские истребители и штурмовики. Самолеты прошли строем над Кремлем, храмом Василия Блаженного и Большим театром. Парад 9 мая в этом году будет сокращенным. В Кремле заявили, что обычного показа военной техники не будет из-за повышенной угрозы атак дронов. Парад на Красной площади остается одним из главных событий российского календаря. Он посвящен победе над нацистской Германией во Второй мировой войне. В последние годы Россия показывала на параде тяжелое вооружение, включая межконтинентальные баллистические ракеты. А Путин использовал эту дату, чтобы мобилизовать страну вокруг войны против Украины, которая идет уже 5-й год. В Венгрии полиция расследует дело компании Дьюлы Балаши, одного из крупнейших игроков на медиарынке, который годами получал крупные государственные контракты при правительстве Виктора Орбана. Речь идет о подозрениях в присвоении средств и отмывании денег. По данным полиции, расследование касается компаний Балаши, которые больше 10 лет делали государственные кампании для Орбана. От антииммиграционной риторики до последней антиукраинской кампании, где выборы представляли как выбор между войной и миром. По данным Transparency International, только за 2019-2021 годы компании получили государственных контрактов примерно на $960 миллионов. Основным заказчиком было Национальное коммуникационное управление, которое отвечало за кампанию Орбана. Спасибо, что пригласили меня. Я пришел, потому что принес с собой документ. Это нотариальный акт, представляющий обязательства ради цели общественного интереса, что означает, что группу компаний, которую я строил 22 года и которая сейчас выполняет для государства и правительства задачи по организации мероприятий, коммуникациям и закупке медиа, я предлагаю венгерскому государству со всем ноу-хау, всеми материальными и нематериальными правами, которые в ней содержатся. Я не знаю, зачем бы я пошел к прокурорам. Насколько мне известно, против меня нет никаких процедур какого-либо рода. Нет, мы не делали ничего подобного. Наши цены — это контракты, которые были выиграны через государственные закупки. Они полностью прозрачные и открытые. Мы можем отчитаться за каждую отдельную задачу, каждую отдельную почасовую ставку, каждую отдельную выполненную работу. Документация по всему этому существует, она очень точная и уходит на много лет назад. И очевидно, как часть этого предложения, я все это передаю венгерскому государству. Это также означает, что мне нечего скрывать или утаивать. Крупный пожар вспыхнул в торговом центре к западу от Тегерана. По данным иранского государственного вещателя ИРИБ, погибли как минимум 8 человек, еще 36 получили ранения. По данным местной пожарной службы, облицовка здания была легковоспламеняемой. Это могло способствовать быстрому распространению огня. В Южной Корее появился первый гуманоидный робот-монах.
Робота по имени Габи официально представили в храме Чагеса в Сеуле. На церемонии он стоял рядом с буддийскими монахами, складывал ладони в молитвенном жесте, кланялся и получил четки на шею. Габи ростом 130 сантиметров. На нем была традиционная серо-коричневая буддийская одежда и черные ботинки. Во время церемонии монах попросил его ответить, что он посвятит себя буддизму. Робот выполнил просьбу. После посвящения Габи ходил по храму вместе с монахами, махал рукой и даже складывал руки в форме сердца.